потому что там можно красиво кататься и прыгать. Я его люблю за то, что там надо работать, надо добиваться успеха и становиться вот кем-то, вот, чтобы тебя все знали. Я люблю вообще прыгать, вращаться, скользить. Мне это очень нравится. Мне нравится кататься на коньках, прыгать. И буду больше нравится, чем в футболе, гнать мяч. Потому что я люблю фигурное катание, потому что это моя жизнь. Ну, я посмотрела Олимпиаду в Ванкувере, захотела выйти на каток. Меня отдали на каток, потому что я очень просила каждый день. Мне коньки подарил Дед Мороз, и мы практически на следующий день пошли. Вы вывели на лед первый раз. Я просто так радовалась, на нем прыгала, еле вообще держась на коньках. Ползала его, как-то обнимала, нравилось. И мама думала, что просто такой первый порыв, а потом сказала: нет, я никуда не уйду оттуда, я буду здесь. Меня привел папа, и когда он мне это показал, мне очень понравилось. Родители предложили посмотреть, как катаются фигуристы. Я посмотрел, мне очень понравилось, и я решил попробовать. Как я ползал на льду? Я помню, что я встал на лед и смог сразу прокатиться один круг, то есть сам. Четверной тулуп, тройной аксель. Это тройной луз, тройной ридбергер. Наверное, Сальхов. Как не смешно это слышать. Луц у меня пошел быстрее вот в детстве, чем Сальхов. Флип ридбергер. Луц. Иногда получается луц ридбергер, а так луц тулуп, луц алерсаль. Наверное, флип. Это каскад луц ридбергер. Это каскад, тройной луц, тройной тулуп. Четверной луц. Четверной луц. Все четверные. Четверной луц. Я хочу выучить все четверные. Хочу выучить четверные прыжки все. Все четверные прыжки. Пока еще никто не прыгнул, пятерной прыжок, конечно, надо выучить. Первый самый прыгнуть. Пятерной. Уже на удочке прыгали. Мне нужно работать над техникой прыжков. Над эмоциями сдерживать свои. Над скольжением, над вращением еще. Над скольжением и еще подработать вращением. Над всем нужно поработать. Когда что-то не получается или больно падаю. Когда у меня что-то не получается. Из-за того, что ты знаешь, как прыгнуть прыжок, и у тебя он вообще не получается, все усилия сделал. Редко, конечно. Может, когда я очень сильно упала. Когда что-то не получается, стыдно. Так получается. Нет.
Иди сюда. Это самый лучший для меня человек, близкий. Она меня поддерживает, когда у меня что-то не получается, говорит важные советы. Наверное, никогда не сдаваться, всегда работать над каждым элементом, даже если он не получается. Всю жизнь только сосредоточена на фигурном катании. Она бросила работу ради меня, много денег на меня тратит, но надеется на результат хороший. Я благодарен им за то, что они меня каждый день со мной здесь проводят. Говорю большое спасибо за то, что тратит свое время на меня. Она очень любит свою работу. Она очень требовательная, очень... У нее взгляд очень такой... Она прям в душу проникает, чтобы... Она смотрит на тебя, и ты прям хочешь все сделать, чтобы ей понравиться. Красивая. Красивая. Ну, когда нужно, она может поругать. Когда надо, может похвалить. Добрая. Добрая. Когда ты на каждом соревновании выходишь и выкладываешься на 100%, когда чисто катаешь программу и делаешь то, что тебе нравится. Это когда ты поставил цель и дошел до нее. Ну, это когда поставил цель, ты шел к ней долго и упорно, ну, и ты добился ее. Быть счастливой, наверное, вот в своем деле. Золото. 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 Ну, на этот сезон чисто катать программу, а так выиграть Олимпийские игры. Выиграть Олимпийские игры. Олимпийская чемпионка. Всегда выигрывать первые места. Стать олимпийским чемпионом. Стать олимпийским чемпионом. Стать олимпийским чемпионом. Стать олимпийским чемпионом. Олимпиаде. Когда буду стараться. В 2020. Вообще, если ты очень любишь фигурное катание, мне кажется, ты должен быть именно в нем, вот погружен. Быть тренером фигурным катанием быть. Ну, я хотела бы стать тренером, тоже по фигурному катанию, как Катя Георгиевна.